Телефон не игровой, но играть можно. Цена в магазине среднеценового сегмента, но на Али он просто весомый эконом. Экран AMOLED, но всего 60 Гц. Батарейка маленькая, но автономность у нее огромная. Камера без хорошего ширика, но ночные фото по качеству приближаются к флагманам. Автофокус огонь, но звук записывает не очень. Зарядка на 65 Вт за 39 минут — это аргумент так аргумент. Да и габариты у него немного меньше остальных, но он значительно удобнее. Хотя, может, мне так кажется от того, что основные телефоны у меня Pixel 4 и Huawei P40 Pro, они не такие огромные. Запись звонков в стоковой прошивке. Настройка всего и вся, которая вполне возможно вам не нужна. Функции фотографии звездного неба Google камера встает без проблем. Селфи-маньяком селфи-камера на 32 мегапикселя. Рабочая оплата с NFC, мини-джек, но за эти деньги полное отсутствие заявленной защиты от влаги и пыли. А это такой фейл. В Poco X3 NFC он есть, пусть и номинальный IP53. Сканер отпечатков пальцев лично у меня в экране работает не супер. И сразу, я не собираюсь склонять вас к Realme, упоминая, что это BBK, а значит это OnePlus. OnePlus есть OnePlus. Это не так. Это такая рекламная фишка. Контора, конечно, одна, но у меня на руках старенький OnePlus 7T Pro, и они даже рядом не лежали. А по поводу моего отношения к OnePlus Nord N10 я скажу в конце. Фишка OnePlus в прошивке. Здесь все хуже. Просто я из тех, кто, получая высокую герцовку в тех же Xiaomi-шных гаджетах, вижу, насколько через одно место у них сделано ПО. И герцовка вообще не решает. Даже хуже, чем у Realme иногда. Да, и вспоминая сразу разницу в цене, говоря, что Realme продается только со 120 гигабайтами, просто прибавьте к Poco X3 стоимость флешки на 64 гигабайта, и разница станет значительно меньше. Вообще, если у телефона на борту меньше 128 гигабайт, это довольно мало. А 8 гектар оперативки у Realme в каком-то смысле решает. Это такой приличный запас. Теперь пора поздороваться и досмотрите. Вывод в конце вас однозначно удивит. Cube 743, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня. Минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band'ов 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурса, в которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. А сегодня я расскажу вам об одной из самой удачной, по моему мнению, модели Realme 7 Pro с примерами ночных фото и видео. Видео с записью голоса будет в конце, так что если вы только из-за него здесь, вам сразу туда. Упаковка как у Realme V3, что девайс за 12 тысяч рублей, что за 19, пакуется у них одинаково. Внутри чехол, ужасный, но процентов на 20 по ощущениям лучше, чем у Poco. Мягче он, да и заглушки этой ужасной нет под Type-C. Огромная зарядка на 65 Вт, кабель для зарядки Type-C, функция беспроводной зарядки здесь нет. Документация и скрепка для замены симки. Все. Первые две мысли после распаковки: почему пакинг пахнет клеем и от чего Poco X3 NFC не могли так же добротно собрать, как этот телефон, ведь он тоже из пластика. Да и расположение блока камер у Poco X3 большинство пользователей вводит в легкий ступор при первом взгляде. Но это не сравнение. Оно еще будет и скорее всего на стриме. Рамка телефона. Пластик, крышка, пластик. Стекло, конечно же, Gorilla Glass. Защитная пленка с нормальной олеофобкой, что крайне редко встречается. Давно не было, чтобы мне не нужно было ее снимать. Always on Display на борту, рамки довольно крупные. Теперь про главное. Цвета после IPS, конечно, впечатляют. Экран 6,4 дюйма, разрешение 2400 на 1080 точек. Full HD+. Соотношение сторон 20 к 9, плотность пикселей 409 ppi, Super AMOLED 60 Гц. И про герцовку. Все блогеры пищат о плавности, когда мы говорим о Poco. Но я хочу у них спросить, серьезно? Лично я в бюджетниках от высокой герцовки ощущаю только большую лагучесть. Не особо у них железо и ПО это дело вывозит, но они, наверное, живут в другом параллельном мире. Да, AMOLED-матрица будет выгорать, и, возможно, даже глаза будут больше уставать. Опять же, у тех, кому лень включить функцию DCD Dimming, которая сводит шим к минимуму. И здесь все просто. Чтобы понять, что для вас лучше, возьмите в любом магазине два этих телефона в руки и визуально сравните экраны. Вопросы отпадут сразу. По физике и по железу. В салазках есть возможность ставить две симки и карту памяти. Оперативка здесь не самая топовая, как и внутренняя память, но довольно шустрая. LP DDR4X оперативка, собственная память UFS 2.1. Но с другой стороны, это и не флагман. В целом все на уровне, ожидать большего и не стоило. Процессор Qualcomm Snapdragon 720G, видео Adreno 618 GPU. Ванту
Antutu данные вы видите. По синтетическим тестам он добротный средняк, может быть чуть-чуть даже ниже среднего, но очень энергоэффективный средняк. Его батарея на 4500 мАч с зарядкой на 65 Вт, которую она полностью загружает за 39 минут по моим тестам с 0 до сотки и за 20 минут на 68%. Хватает для автономности на 17 часов YouTube или 8 часов PUBG. При постоянных играх и серфинге у меня ни разу не удавалось его посадить быстрее, чем за 8 часов. С другой стороны, нужно было просто погонять его в стресс-тестах Antutu, но я его пожалел, не флагман же. Про стереодинамики. Они есть, слушать можно, но не фонтан. Наушники и колонку вам однозначно это дело не заменят. 11-го андроида еще нет, и это печаль. Обещали обновить до конца 2020-го, а уже 2021 его так и нет. Два цвета на выбор довольно мало, автояркость адекватна, инфракрасного датчика для управления техникой здесь нет. Отклик у экрана супер. Bluetooth, Wi-Fi и остальные приблуды перечислять смысла нет. Все на борту, все хорошее. Вот про основную камеру я подробнее остановлюсь, потому что обычно это 30% от стоимости аппарата как минимум. Основная камера по мне снимает хорошо, но выигрывает у конкурентов в ночной съемке и скорости автофокуса. Микрофон работает хуже, стабилизация лучше. Максимум снимает в 4К при 30 FPS. При этом стабилизатор не включить. Стабилизатор минимум включается на разрешении 1080p и 60 FPS. 64-мегапиксельный модуль основной камеры нужно включать отдельно. И так фото у вас будут около 11 мегабайт и больше, если вы будете снимать на него. Делать их, конечно, довольно долго. Ширик только на 8 мегапикселей, макро на 2 мегапикселя. Основной сенсор на 64 мегапикселя Sony IMX682. И наверняка я первый, кто скажет, что мне понравилась больше съемка у Realme, чем у Poco X3 NFC. И возможно это от того, что после презентации прошло несколько месяцев и новая прошивка у Realme более оптимизирована. А вообще я снимаю свои ролики на телефон и рассуждаю исключительно с этой точки зрения, как пользователь. Кроме ширика и скорости, претензий за эти деньги к этому аппарату у меня минимум. Цена по ссылке в описании к видео на данный момент в период распродажи около $259, что с вычетом промика, который вы можете взять в моем телеграм-канале со скидками в прикрепленном комментарии, около 19 тысяч рублей. Резюмирую, я советую OnePlus Nord N10. По ссылке в правом верхнем углу можете посмотреть на него обзор. Цена у него будет примерно такая же, он мне нравится больше, но Realme однозначно на голову круче, чем Poco X3 NFC, хотя его владельцы будут говорить про 120 Гц, управление инфракрасным датчиком и камеру из коробки. Это их право. Мое рассказать о фактах и своих ощущениях. Экран у Realme шик, сборка супер, лагов минимум, материалы простые, но не дешманские, железо с запасом. Спасибо за просмотр, завтра обзор либо на Poco X3 Zoom, либо на новые наушники QCY. Напишите, что вам будет интереснее в комментариях, ставьте лайк за труды и подписывайтесь с колоколом. Девайс сюда или нет, пользователь даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья. Оставляю вас со своими примерами видеотестов этого телефона. Пример записи видео в 4К 30 FPS. Realme 7 Pro. Вот сейчас вы видите, как быстро здесь работает автофокус. По мне, один из самых быстрых автофокусов, который я тестировала. У меня телефонов хватало. Притом они были флагманы, а не среднебюджетниками, как этот. Но вопрос дня заключается в первую очередь в том, что у него здесь нет стабилизации, хотя есть хороший автофокус и не очень хороший микрофон, как вы прекрасно слышите. Если увеличивать до X10, получается без штатива мыло полное и бессмысленное. А это уже Full HD с супер стабилизацией. Также снимаю примерно ту же картину, единственное побольше цвета, и частота кадров здесь не 30, а 60 FPS. По ощущениям, если идти быстро, все равно стабилизации не хватает. Ну, это смотря как смотреть. И по мне вроде бы хуже начинает работать автофокус, но это не точно. Решать вам, насколько хорошо или плохо это дело сейчас работает. Ну да, медленно, слегка. Это, кстати, режим называется сверхтемный. То есть, несмотря на то, что ничего не видно практически, камера все равно каким-то образом, пусть даже один сплошной шум,
но пытается запечатлеть. Вот так примерно будет видно практически в кромешной мгле при помощи телефона что-либо. Вот там уже можно что-то разглядеть. Там, конечно, просто ночь. Абсолютная ночь, тайга, запись видео. Сейчас я включу диодный фонарик. Вот так примерно будет записывать Realme 7 Pro ночью видео и аудио, если вы будете при помощи него пытаться что-то заснять. Ну, попытаться увидеть что-то в кромешной мгле при помощи данного телефона практически бесполезно, максимум на расстоянии метров, наверное, 5. Но фотографировать он может более чем неплохо. Вот в этом месте я сейчас попробую сделать фотографию, чтобы вы поняли, насколько хорошо он справляется с ночными фото. Вот так в ночи будет выглядеть видео с подсветкой. Конечно, это 4К 30 FPS. И объект довольно неплохо виден, я бы сказал. Даже очень хорошо.